Сегодня японский сериал «Последняя Золушка», 2013 год, 11 серий, автор сценария Маюми Накатани, режиссеры Рен Танака, Син Хирана, Мунинори Секино. В ролях Реко Синахара, Харума Миура, Наохита Фудзики. Все актеры вышеназванные, помимо актерства, поют. Харума Миура, на мой взгляд, поет не очень хорошо, или их агентство заставляет, выжимает с них все, что только можно. Очень жаль молодого парня, деньги, слава, но что-то пошло не так. В сериале есть эпизод, где Хирота рассказывает, что в детстве у него была другая фамилия и почему так произошло. На самом деле так было и у Харумы. Фамилия отчима потом незадолго до смерти он поменял на фамилию родного отца. Сложенные отношения с матерью. Но вернемся к фильму, вернее к сюжету. 39-летняя одинокая женщина, парикмахер, косметолог, в общем, бьюти-специалист, на какой-то вечеринке к ней подошел парень с туфелькой, которую пьяненькая Сакура потеряла на лестнице. Так они познакомились. Потом он ее тащит в отель, утром он ей говорит, что они переспали. Так началась их дружба. Чтобы понять, что из себя представляет главная героиня, остановлюсь на одном моменте. Старенькая бабушка приходит в салон и в благодарность, что Сакура помогла ей в дождь, предлагает Сакуре допотопный брючной костюм голубого цвета с люрексом с просьбой носить его, и Сакура одевает его не куда-нибудь, а на вечеринку, где ее ждет судьбоносная встреча с Хирота. Надо отметить, что Хирота затеял всю эту возню по просьбе его сводной сестры Тиека, которой нравился давний друг и коллега Сакуры Ринтара, так как она считала, что Сакура мешает сближению ее и этого самого Ринтара. Сакура была не девочка, а, как говорят, своим парнем. И самое главное, Сакуре 39, а Хирота 24. Разница 15 лет. Поэтому Сакура не верит, что из этого может что-то получиться, но шаг за шагом доброта, порядочность, веселый нрав Сакуры покоряют Хирота, и он делает ей предложение. А в это время Тиека, у которой огромный шрам на спине, полученный якобы по вине Хирота, пытается сблизиться с Ринтаро, но он ее отвергает, ссылаясь на разницу в возрасте. И даже сам не догадывается, что в глубине души давно любит соседку Сакуру. Попутно развиваются истории двух подружек. В общем, серий не так много, сериал для молодых людей, но я с удовольствием посмотрела, посмеялась, поплакала. Наохита Фудзики мне показалось очень похож на Чан Хёка. Но Харума Миура улыбка не на 1 000 000 йен, а на $1 000 000. Я недавно его впервые увидела в сериале «Неотора». Ничего про него не знала, но когда он улыбнулся, мне показалось, что улыбнулся он только для меня. И я уверена, каждый так подумал. Парень невероятной красоты, обаяния. Конечно, были и еще будут красивые актеры, но люди, имеющие такую силу воздействия на зрителей, наверное, рождаются раз в 100 лет, а может и реже. Вроде он не хотел заниматься актерством, хотел стать фермером. Что или кто помешали ему, можно только гадать. Разве мог человек с такой улыбкой не любить жизнь? Вообще я себе удивляюсь. Лет-то мне немало, как у меня не притупились чувства щенячьего восторга от созерцания красоты, милоты, лучезарности каких-то далеких азиатских актеров. Я сейчас во 2-й раз пересматриваю сериал. Мне сериал показался очень милым и трогательным. История Золушки во все времена будоражит умы девочек, девушек и немолодых женщин. Но самое главное, что по этих историй был счастливый конец. У японской истории про возрастную Золушку именно такой конец. Я прослезилась, когда в финале Хирота во 2-й раз одевает кольцо на палец Сакуре, улыбается своей феноменальной улыбкой и душит в объятиях женщину, которая старше его на 15 лет. Они счастливы здесь и сейчас. Жизнь коротка, наслаждайся тем, что имеешь сегодня, а то до завтра можно и не дожить. Вы знаете, когда этот текст уже был подготовлен, в YouTube я наткнулась на ролик 5-летней давности японского блогера, посвященный Харуме. Я была шокирована. Было опубликовано фото с поминального мероприятия, где в центре фото Харумы, а вокруг 9 нелюдей, веселых, жизнерадостных. Самый пожилой и якобы известный актер выставил большой палец. Такое ощущение, что они очень рады тому, что произошло с их коллегой. Все мы не ангелы, но есть какие-то рамки приличия. Я понимаю, враги умирают, такое бывает.
Ну не ходи на похороны, промолчи, проигнорируй. Ну так откровенно радоваться чужой боли. Почему мама, самый близкий человек, не защитила, не сказала: все, довольно, ты и так много сделал для нас, бросай все, пошли всех и приезжай домой. К черту деньги, мы тебя поддержим, как ты поддерживал нас все эти годы, начиная с 7 лет. Отец родной тоже просил у него денег, не понимая, что эти просьбы загоняют его в кабалу, из которой он пытался вырваться. А может, и понимал, но нужда заставила его. Эти изверги нашли слабого доброго человека, завидуя ему черной завистью, что он молод, красив, богат, талантлив, и травили его. Тот выход, который он нашел, лишний раз подчеркнул, кто есть кто. Что там далеко ходить? Порой читаешь комментарии, только желчи, яда, неконтролируемой злобы. Почему мы стали такими? Теперь мне стало все ясно. Добрая улыбка притянула стервятников. Весь мир скорбит об утрате Харумы. А будет ли кто-нибудь скорбить по тем 9? У моего знакомого на канале ролик набрал много просмотров. Ну и, естественно, много добрых людей в кавычках, которые злобствуют в комментариях. Ну, автор злится, а я ему говорю: будь великодушен. Столько просмотров, пусть пишут, что хотят. Это же они от зависти. Так и Харума. 30 лет, слава, деньги, внешность, талант. Да что обращать внимание на эту пыль? Наступи на нее и иди дальше. Значит, очень добросердечный и ранимый. Не смог переступить. На сегодня все. Всем пока.